Всем доброго времени суток, дорогие друзья, зрители и гости нашего канала. Мы очень рады вас приветствовать, и сегодня хотим представить вашему вниманию новый ролик о нашем очередном путешествии и поиску интересных и заброшенных мест. В этот раз нам удалось найти аж 2 объекта, и один из них вы увидите через пару секунд в первой части нашего ролика. Забегая вперед, скажу, что во второй части вы увидите очень колоритный заброшенный детский лагерь 70-х годов постройки. Ну а сейчас мы покажем вам некогда известное, но, к сожалению, уже заброшенное здание бывшей фабрики, или, как называли ее местные жители, пряничной фабрики. Приятного вам просмотра! Всем привет! Всем привет! Мы наконец-то выбрались на природу, решили поискать, где бы можно нам было с тобой найти какое-нибудь интересное... Заброшенное интересное место. Да, какое-нибудь интересное заброшенное место. Ну вот, я не знаю, нашли мы что-то. Сейчас сходим на разведку. Короче, нужно, наверное, сказать, да? В общем, это первые дни после изоляции. Поэтому мы сидели дома, либо ходили там на кладбище, ну, где более доступно, да? Поэтому извините за повторяющиеся ролики. И, наконец, сегодня мы решили выбраться за город. Мы уехали за Волгу. Ну, у нас здесь река Волга, если кто, наверное, в курсе, да? Вот, за Волгу уехали, короче, в поисках интересного места, интересной заброшки. Сейчас посмотрим. По Викимапе посмотрели, вроде здесь что-то должно быть, интересное какое-то сооружение. Главное, чтобы тут людей не было. Давай пройдем. Ну да. Я пока по ходу немножко поснимаю, как мы будем идти, что и как и чего. То есть это даже, можно сказать, разведка. Да? Ну да, если что-то будет интересное, мы, возможно, даже еще вернемся сюда. Здесь еще есть одна дорога. Ну, мы посмотрим. Да, мы сначала пройдем вперед с вами, посмотрим, что там. Да. Вот видите, какая дорога. Мы немножко не подготовлены, в кроссовках. Да. Ну ничего, нам ничего не страшно. Дорога такая вот. На машине мы не рискнули здесь ехать. Ну, машину, да, пришлось оставить. Ну что, погнали? Ну да. Давай. Вперед. На Викимапе обозначено здание заброшенное, куда мы хотим дойти. Обозначено как пряничный завод, да? Да, пряничная фабрика. Бывшая пряничная фабрика. Сейчас посмотрим, если... Вот, кстати, собственно, вот мы уже подходим. Как оказалось, это очень виды мы все сейчас заснимем, все покажем. Прошлый раз. С лагеря. Да, это все с лагеря. Говорят,
поблизости есть заброшенный лагерь. Попробуем. Кстати, что за лагерь? Название почему-то там... А, я просто не посмотрела. А, ну нет, тоже заброшено. Пойдем по дороге вокруг. Или здесь, или сюда прям. А что это такое вот? Ну, мне бы хотелось вокруг сначала пройтись, посмотреть. Оглядеться. Давай. Если все спокойно. Вау, вот это уже интересненько. О, смотрите. Это просто какое-то... Ой, не зря мы сюда приехали, мне кажется. Но я прекрасно понимаю, что тут уже ничегошеньки нет. Наверное, местные тут все разобрали. Суть не в этом, но просто так атмосферно. На берегу Волги. Такое интересное здание. Крыша вся провалилась. Вся, абсолютно. С нее, по-моему, покрытие все сняли. Все, что могли, видимо, разворовали. И мы еще вернемся, да, сначала дальше. Это очень круто. К сожалению, дорожка оставляет желать лучшего. Здесь нормально. Смотри, не сползем. Тут хоть по траве можно пройти. Нормально? Она первый проходит, сказала нормально, значит нормально. Что там? Там тупо остров, я так подозреваю. Видишь, кто-то окна успел какие-то поснимать. Наверное, у себя в домах. А вон там машина стоит, кстати. Ну и говорю же, люди здесь есть. Это рыбаки, наверное. Наверное. Если начать с истоков, то в самом начале это была водяно-паровая мельница, которую построили в 1880-1890-х годах и производили там крупчатую муку из пшеницы. Производственное здание использовалось до середины 1920-х годов, а в годы Великой Отечественной войны на бывшей паровой мельнице разместилась эвакуированная из Москвы кондитерская фабрика имени Бабаева. Производились там известные конфеты, шоколад бабаевский, пирожные, пряники и всякие вкусняшки. Собственно, поэтому местные жители, а которые, надо заметить, по большей степени и сами получили там работу, и прозвали это здание пряничной фабрикой. Производство длилось вплоть до 1948 года, пока не возник пожар, в котором сгорели перекрытие здания и все оборудование. Затем, уже в годы перестройки, хотели переоборудовать это величественное здание под гостиницу, но кризис не дал воплотить задуманное в реальность. И вот в 2010 году эти голые стены приобрел частный инвестор и тоже хотел сделать гостиницу-пансионат. Переоборудовав помещение и сделав реставрацию, также восстановив все перекрытия, проводку, коммуникации. Казалось бы, еще немного, и будет у этого здания третий шанс на жизнь. Но, увы, и тут что-то не получилось. По неизвестным нам причинам мы видим, как это шикарное здание вновь умирает. И это очень грустно. Хотя фасад здания за все перенесенные им реконструкции и по сей день сохранил первоначальный облик. В целом исторический фасад мельницы не претерпел искажений и даже является памятником архитектуры. Так, короче, вот мы в здании. Мы сделали такой вывод, что это здание
не использовалось по назначению. Ну, точнее, оно не использовалось вообще. Скажем так, его построили, но воспользоваться им не успели. Но все равно давайте пройдемся по нему, раз уж пришли. Посмотрим. Оно действительно должно было быть очень большим. Ну, сколько здесь этажей? 5. О, смотрите. О, по цене. Смотрите, сколько. Да. Растерли. Мангал. Такое ощущение, что здесь в дождливую погоду собирались. Ну, кстати, да, что, крыша Здесь что-то светит. Свети. Ну, это санузел, наверное, или что-то так. Нет, это не санузел, это какое-то подсобное помещение, санузел с той стороны я видела. Ну, ясно. Ничего такого здесь пусто вообще. Ладно, пойдемте дальше. Разбирали, чтобы собрать эти коммуникации. Коммуникации, которыми так и не воспользовались, по всей видимости. Нет, ну, правда, здание до сих пор в таком годном состоянии. Но, к сожалению, заброшено. Здесь был возвращенец. К сожалению, на другие этажи нам... А, стоп, есть! Смотрите. Это невероятно красиво. Я так понимаю, это центр здания. Здесь тоже очень красиво. Там вниз идет, я не знаю, возможно, подвал или что там. А не подняться ли нам наверх? Ну, давайте попробуем. Нам до самого верха надо подняться. Да. Лестница целая. Ах ты, как шикарно. Смотрите, солнечко. Ой, здесь аккуратно, здесь вообще неплохо. Да, здесь можно улететь. Да. Ну да, очевидно, что это недострой. Ну, пойдем дальше. Аккуратненько, да? Да, своды такие. Да, здесь такие вот аккуратно обходить очень опасно. Его нет плиты, только лежат. А? Ну. Это нам не нужно. Здесь тоже интересно посмотреть. Так, нужно аккуратно, потому что везде могут быть подлодки. Вот как здесь. Видишь? Это, наверное, лифтовые Да, скорее всего, лифтовые шахты. предусматривались. Что здесь? Крыша. О, крыша. Сколько всего зазрело. Видите? Даже сколько денег просто угрохали. Все-таки мне так нравится здесь.
Здесь все коммуникации. Прикиньте, надписи. Вот они где вводятся. Что за надписи? Ладно, не будем рассматривать очень озабоченные надписи. Интеллектуальные надписи. А то я боюсь от этих надписей интеллект приблизиться к нулю. Ну, давай пройдем. Хотя бы один коридор покажем. Потому что они все одинаковые, смысл ходить по всем я не вижу. О, знаете, какие стены? Ну, Все, правда, здесь да? они даже покрашены, штукатурены, финишные. Выровненные, смотрите. Вообще шикарно. А это, я так понимаю, крыша другого вот здания, да, того? Да. Ну, мы тоже туда пройдем, да, посмотрим. Руслан, ну, ждут же тебя. Чего не пацан? Да? Я всегда знала. Да. У нас вообще больше никаких тусовок не знаю. Вот почитать честно, что творится в головах нашей молодежи. Прям Ну, не у всех. Во все времена здесь такие кидали кирпичи на крышу. такие люди были. Поэтому ничего страшного. Это баланс, понимаешь? Это баланс. Да. Если есть умные, значит должны быть и не очень умные. Здесь вообще аккуратно, здесь нет окон. И с этой стороны нет. Видишь, и с той, и с этой стороны, с этих пролетов убрали все лестницы. Только центральная осталась. Что у нас с этой стороны? Ну что, конечно. Ну, здесь ничего такого. Ну все то же самое. Да, вот можно посмотреть, что это. Типичное. Шикарные. Да. Это вот тоже постройка та, да? Я не знаю, так что Вот какая тут. Ну там мост через И рисовать не надо, посмотри. Стены сами за себя говорят. Что им это не очень нравится. Так себе стены. идем на самый верх. Ну да. Смотрите, здесь что это? Никаких перегородок. Вообще Это точно. Это чердак. Там есть первый этаж. Ну, смотри, как народ тоже. Накидали кирпичей. Вообще, когда вы ходите по таким недостроенным, вообще позаброшенным. Да, люди, не ходите по таким недостроям, по заброшкам. Лучше сидите и смотрите, как это делают такие дураки, как мы.
Не будьте дурками. Да. Она, по-моему, всегда здесь как бы годично в таком состоянии плачет. Вот это вот интересно, что такое? Ну, то есть для чего-то. Ну, да, кто знает, ребят. Так, кто это? Конечно, надо делать в перчатках. Так. Ржестровый. Нет, здесь ничего, это вот конкретно для чего-то. Ну, какой-то диск с какими-то разметками, что-то, наверное, вымерять. Может быть, я ошибаюсь. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот они все следы, кто здесь был. Да, узнаете свои? Кто не узнал свои следы, пишите в комментариях, ставьте лайки, да? Так. В принципе, ничего. Все. Какие для... Андрей, зачем так? Ой-ой-ой, нехорошо. Так, ты где? Нет, не надо. Знакомый опознавательный знак. Вот. Последний этаж технический. Да? То ли романтик, то ли крякнул тут. Да, здесь красиво. Здесь только плохо видно. Ну, блин. Потому что плохо видно. Вот такие они. Волжские просторы. Вот крыша и сверху. Замуровали тему. Ну что, идем дальше? Наверное, обратно идем. Дальше уже делать нечего, да, скорее всего. Давай посмотрим. Кто ж тебя одну пустит? Здесь уже крыша. Там Техническая там крыша. крыша. Да. Мне кажется, как зайти в это здание, непонятно не. Ну да. Ух. О, смотрите, тут какая мощь. Вот он весь конструктив, это же интересно. Даже если вот Такая, да. Серьезно.
Честно, вообще. Мощь. Чего? Лучшки идут. Слушайте эти звуки. А? Ну да. Ага. Видите, сколько стекла. Да, такой вид. Потрясающе. 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 Здесь тоже классно. Скорее всего, это техпомещение для, может, лифта, не знаю. Ну, вот оно, вот здесь вот ограничивается все. Да, это, скорее всего, лифтовая шахта. Вот еще раз посмотрим. Задерживаться долго не будем, смысла не вижу. Вниз. Не делайте, настоятельно прошу, не делайте такого никогда. Все, получилось? Ладно, я сейчас попробую. Ничего, здесь нормальный кирпич. На это только не сказала. Вот сюда перебирайся, вот на это кирпич. Вот здесь такая. Да, видишь, вот ступеньки. Так. Пожалуйста. А нет, я снимаю. Я снимаю, как я. Че, я голову нигде не зацепиться. Все, есть. Никогда такого не делать. Никогда. Ага, все понятно, да, это лифтовые шахты. Там какой-то корпус. Это коммуникация, я так понимаю.
Собственно, давайте посмотрим наверх. Я сама этого не особо вижу. Ну вот, да, все правильно. Лифтовая шахта. То помещение как раз таки, да. Угу. Здесь коммуникация. О, плесень. Здесь, собственно, переход в тот корпус, я так подозреваю, да? Тут уже все протекает. В плачевном состоянии. Все, конечно же, разбили. Здесь, конечно, хорошо бы в маске ходить. Это уже другой корпус. Тут остались строительные леса. Все так же пусто. Сталактиты. Или правильно, сталагмиты, я не знаю. Подскажите, пожалуйста, что правильно, то, что сверху капает, это как называется? Вот строительный мусор, скорее всего, или что это, щебень. Очень жалко, что такие места, такие здания приходят. Вот там крыша протекает. Жалко, что такие здания постигает такая участь. Это, наверное, скорее всего, что-нибудь... А может, это столовая, нет? Не может? Люди разворовали все. И место-то какое эта фабрика занимает. Не захотели люди пряников своих. Ой, вот здесь осторожно, здесь он еще, оказывается, есть технический этаж. В самом низу, видишь, здесь дыры в полу. То есть есть еще подвальное помещение. Да, вот он. И вот еще то здание остается у нас. Вот лестница, кстати, в подвал. Да. Ну, я думаю, что... Да смысла туда нет. Я думаю, нам подписчики не простят, если мы не спустимся в подвал. Да? Где у тебя свет? Если сможешь, открой, пожалуйста, рюкзак. Ну что, сходим в подвал? Ради вас, подписчики, спускаемся в эти катакомбы, хорошо? Попробуем. Здесь как лестница наверх. Да? Ух. Смотрите, друзья. Жутковато поняла. Очень. Сейчас. Ну такой себе подвал. Очень темный. Мне кажется, нет смысла сюда заходить. Просто Хорошо, я снимаю. снимать тогда вот из этого. Для людей. Такое. Когда ты погружаешься в такую тему и не за тишину. Сейчас я отключу свет и послушаем тишину. Достаточно. Страшно? Что это за... Ну, тоже.
такое все коммуникация. Это что, распред коробка? Сейчас я дойду до конца. Это, наверное, типа носилок или что это? Цемент носили. А может, замешивали. Так. Здесь какая-то комната пыток. Однозначно. Это интересно. Пыточная, видишь, рабицей обшита. Здесь подразумевалось еще, наверное, обшить мягкой тканью и Нет, сажать сюда ну рабица для того, непослушных этих пряничников. Да, Нет, это знаешь, скорее всего, что? Что-то мне так кажется. холодильная камера, мне кажется. Холодильный? А какого хрена здесь? Это не уголь? Это не может быть, что что-то... Блин, это что-то странное, не знаю. Не знаю, ну это точно для укрепления стен. Сетка. Давай сюда дальше. Да, здесь тоже. Да, мне кажется, это какие-то холодильные установки. Смотрите, Ага. как это все Если, выглядит. если пенопласт, то стопудово. Если изолировано. Это пенопласт, да? Сверху, да. Вот это, ну-ка посмотрим сейчас. А это нет. Какой-то наш шелкоблок. Ой, это, да, это, знаешь, это типа стекловатый, прессованный. А, ну вот. Точно, точно. Да, это холодильный. Слышишь, здесь даже... Здесь звук такой глухой. Вы знаете, такое впечатление, ну вот, как сказать, вот полная изоляция от шума, от всего. Здесь хорошо самоизолировался, да? То же самое. Здесь то же самое. Вот такие, как камеры. Я говорю, камера пыток. Знаете, я как-то вот эти камеры у меня с пряниками не ассоциируются. Абсолютно. Есть ничего такого, нет, это просто... Что это такое? Ну, что ясно. Выходим. Нет, там еще другой крыло есть. Пойдемте от этих камер. Что они очень жутковато выглядят. Что здесь? Собственно, всё. Смотрите. Это такое себе. Ну, Канализационный. Канализационные, сантехнические. Разгнило что-то. Есть какая-то рубень. Ну что, друзья, мы обошли все-таки это здание. Теперь мы можем сказать точно, что полностью, целиком, вдоль и поперек, сверху вниз. Вот. Ну, надеюсь, вам понравилось. Но это еще не все. Не спешите выключаться, потому что дальше мы пойдем еще исследовать. И если будет что-то интересное, конечно же, вы это все увидите. Обязательно. Пойдемте на выход, что ли? Выход у нас и там есть. Можно там же подняться. Ну, пойдем в ближайший. Здесь Пойдем как раз ближайший. к дороге. Ну, давайте. к До лагерю. встречи, да, в следующей локации. Да. Погнали. Нежданчик, дорогие наши друзья. Там маленько начался дождь, внезапно он налетел. Мы решили укрыться, но эта вот постройка, она буквально недалеко от забора. В общем, нас дождь немножко застал. И мы не можем понять, что это такое, что это за постройка, что она из себя представляет. Она в основном вся в плитке. Но здесь какие-то были перегородки, что это? Экспликация. Основные показатели. Блин, ну все грязно, я не хочу просто это трогать руками.
Расчетные параметры катодной установки. Ну тут какие-то установки, походу, должны были быть. Иду. Хочу. Иду. Опасненько. В общем, тут все посносили. Но тут какие-то установки были. Реально. Включаем? Да. Ничего себе, прикинь! Это Вот это да, что это такое? Обалдеть. Ничего. Наша обычная ничего. А я еще нашла! О! Осторожным током ударить. Так. Как-то интересно. Здесь вот идет усиление. Там, потому что гора, чтобы это все не падало. Ну, телефонная трубка, кстати. Здесь какие-то, наверное, предохранители, что-нибудь такое. Так. Ты меня пока держала. Слышь, тут ящик. Пожарный щиток, ну это уж стандартно, да, так и должно быть. Мы здесь были? Нет? Нет. Это, похоже, вот отсюда вход в это помещение. Есть телефон, там трубка есть. Ага. Надо позвонить. Да, ну и спасибо, пожалуйста. Хорошо. И толпа. Да, там, по-моему, даже остался какой-нибудь малюкс. О, целый унитаз. Обалдеть. Слушай, ну это роскошь в таком месте. И целый унитаз, и люди его не унесли. Итак, куда мы? В общем, вот смотрите, там какие-то уже крыши видны. Может, это как раз и относится, собственно, к лагерю, да? Где крыша? А вот здесь вот крыша какая-то. Вот сюда вот подойди, посмотри. Нет? Как считаешь? Номер какой-то. Да. Блин. Ладно, сейчас разберемся. Я пока в отключке побуду.